Никогда я не думала, что это случится со мной. Да правда же? Я всегда была из тех людей, кто типа, да я знаю точно, измена, все, до свидания. И я была таким человеком, таким несколько фантиком и наивным до своих 40 с лишним лет. Что бы там у меня не было в моих предыдущих отношениях, в моем браке, но доверие, железобетонное доверие было всегда. Была еще мысль, о господи, ну я же такая уже прошаренная, я знаю, как выбирать, я выбрала правильного человека, мы вместе, мы навсегда состаримся вместе и умрем. Он же столько говорил, он же так нацелен на совместную жизнь, он же сам когда-то так обжегся, ему изменяли, он никогда так со мной не поступит. Потом бах, и все. Это видео не про месть и слезы. Это видео про то, как сохранить себя. Про то, как собрать себя обратно. И то, как после измены можно стать настоящей собой. Если вы на моем канале впервые, позвольте представиться. Меня зовут Таня Генерал. 12 лет назад я выиграла грин-карту и переехала в США, и этот канал – хроника моего переезда и адаптации. Здесь очень много про поиск работы в новой стране, про создание социальных связей, покупку недвижимости, про медицину. И так как сама сейчас я прохожу через разрыв после довольно болезненного расставания, в ближайшие пару месяцев здесь будут видео именно об этом. Я коуч, сертифицированный Международной федерацией коучинга, и моя специализация как раз-таки прохождение через разнообразные жизненные препятствия, проблемы и помощь себе и выход из этого более сильной и лучшей версии себя. Подпишитесь, поставьте лайк, оставайтесь. Как я узнала об измене? Да узнала я случайно. Как-то, неловко даже об этом говорить. Никаких таких прямо явных доказательств, хотя иногда, что может быть доказательством? Знаете же, да, мы бываем иногда очень креативны в нахождении оправданий. Нашла его в постели с другой, ой, да он просто случайно зашел, подскользнулся и упал прямо лицом на нее. Но было постоянное ощущение, что что-то не так. Потом пазл начал складываться. Его отсутствие, его лайки, ее лайки, мои предчувствия. Тут что-то не так, там что-то не так. Я не закатывала сцен. Я же не такая. Я не билась в истерике. Я замолчала, я ушла в себя. И что я начала делать? Наверное, вам это знакомо. Я начала безудержно гуглить. Проводила часы и дни на разнообразных форумах, слушала подкасты. Почему мужчины изменяют? 10 признаков того, что он. Да, я тоже. Лежала в темноте и читала чужие истории на форуме и пыталась приложить их к себе. Как будто это когда-то кому-то помогало. Кстати, знаете, интересные факты узнала я в процессе этих изысканий. Признано, что примерно 20% мужчин сказали, если бы у них была такая возможность, и об этом никогда бы никто не узнал, они бы изменили. И 10-15% женщин тоже относятся к этой статистике. Примерно 75% пар после того, как это случилось, имеют шансы восстановить отношения, но при условии, что оба хотят и прикладывают к этому усилия. Статистика о том, как долго после этого они остаются вместе и у них счастливая, прекрасная жизнь, к сожалению, печальная. Всего 10% по общей мировой статистике таких пар продолжают потом жить долго и счастливо вместе. А еще психологи говорят, что на проживание, переживание, измены и восстановление отношений уходит от 1 до 5 лет. Слышите, да? Не неделя, не месяц, а от 1 до 5 лет. Ох, что со мной было! Как будто бы мне отключили доступ к кислороду. Я увядала, зачихала и стала практически тенью себя. В голове полная каша, сплошной туман, одни только мысли. А где он? А что он? А вот если бы мы... Снаружи, конечно, все выглядело очень хорошо. На любые вопросы подруг я отвечала: да, все прекрасно, я нормально, супер гуд. А внутри был настоящий ад. И это ненормально. Самое страшное во всей этой истории не то, что он предал, а то, как быстро
я начала предавать себя. Я ловила себя на мысли, что ищу ему оправданий. Я ловила себя на том, что я начала винить себя. Я думала, ну, конечно, кто хочет там больную, кривую, косую? Вот я была лысая, вот у меня шрамы, вот у меня проблемы в сексуальной сфере. Вот я не уделяю ему достаточно внимания, потому что все мое внимание ушло на то, чтобы помогать восстановиться себе. А он, бедненький, несчастненький, вынужден все это терпеть. Он просто запутался, он просто не понимает. И далее по списку. Я могу, я сделаю, я добьюсь, он увидит, он поймет, я буду стараться еще больше. Я справлюсь, я же сильная. И не через такое проходили. Но нет, я не справлялась. Я жила в постоянной тревоге. Я каждое утро просыпалась с ощущением вот какой-то дрожи внутри. Вот-вот что-то случится. Когда он был дома, я тревожилась. Достаточно ли я стараюсь? Убираюсь ли я хорошо? Готовлю ли я достаточно вкусно? Достаточно ли я ласковая? Проявляю к нему внимание? Когда его не было рядом, было еще хуже. А где он сейчас? А с кем он сейчас? А может быть, ему без меня лучше, чем со мной? Ой, что же я делаю? Надо бежать назад, надо быть рядом с ним, чтобы он понимал, я нужная, я важная, и никуда не делся от меня. Самая одишка, конечно, это соцсети. Я постоянно проверяла, когда он был в сети и что он там делал. Я научилась не хуже любого шпиона проверять, кого он там себе добавил в Инстаграме, кого он лайкнул, что он смотрит больше всего, кто лайкнул его. Если бы была такая возможность, я бы залезла и начала смотреть, кто там с кем переписывается. Слава богу, до этого не дошло. Были случаи, когда я отказывалась от встреч с друзьями, пойти куда-нибудь провести время вместе, в музей, на выставку, на какую-нибудь йогу на крыше. Потому что я думала, нет, я лучше побуду с ним, мы проведем время вместе, чтобы все было как в настоящих хороших отношениях. Было как в настоящих отношениях, все заканчивалось сидением на диване, каждый на своем. Он со своими компьютерными играми, в наушниках, целиком в своих стрелялках. Я, конечно же, со своей очередной книжкой «Как пережить измену? Женщины, которые любят слишком сильно». Книги – это хорошо. Но не всегда это решение. И все это молча, с покер-фейс, с улыбкой на лице. Я нормально, супер гуд, да все у меня хорошо. Это не я. Это жалкая оболочка, которая осталась от меня. Это какая-то уже зависимость. И я поняла, если я сейчас не выберусь, я точно сдохну. Или еще хуже, буду продолжать жить так, продолжать замазывать действительность в надежде, что когда-нибудь действительность поймет и подстроится под мою идеальную картинку. Переломный момент случился внезапно. Не внезапно, все к этому шло, но это был как раз тот самый финальный толчок. Я поехала на 3 дня на коучинговую конференцию, и там я вдруг почувствовала, что мне снова открыли тот самый кислород. Как будто бы я вынырнула из какой-то трясины, где у меня глаза, нос, все легкие были забиты. Я снова могу видеть мир в его красках, я снова могу дышать. Меня окружали люди, которые меня знают и любят такой, какая я есть. Но мне не надо там стараться, что-то еще больше прикладывать усилий, добиваться, заслуживать, угождать. Вот какая я есть, такой меня и любят. Тати, ты прекрасна, Тати, ты великолепна. Ты встречался с Татей, познакомься, она классная. Посмотрела я на это, на все, думаю, вот же она я. И вечером за разговорами у костра одна из моих близких коллег, с кем у нас очень личные отношения, она знала про мою историю, она спросила меня, вот столько сил и энергии, и времени ты вкладываешь в построение отношений, чтобы остаться с тем, кто не хочет быть с тобой. Ты точно к этому готова? Ответ был очень очевиден. Нет, я не готова, и я этого не хочу. Я вернулась домой и начала шаг за шагом понемножку возвращать себе себя. Что мне очень сильно помогло? Режим. Вставать, писать план на день и следовать ему. Даже если не хочется, если хочется только лежать и лить слезы. Есть нормальную еду.
Да, даже если не хочется и аппетита нет, я готовила что-то вкусное, ставила в холодильник и по часам 3 раза в день подходила, открывала, накладывала в тарелку и ела. Буквально иногда запихивала в себя. Потому что поддержка тела – это самое важное в такие моменты. Мне очень помог дневник. Писать все подряд, злобно, разрывая бумагу, матами, вываливать туда все свои эмоции. Когда мы выгружаем вот эту кашу из головы на бумагу, появляется намного больше ясности и освобождается пространство и силы для каких-то уже конструктивных действий. Принять решение расстаться не только у себя в голове, озвучить его второй стороне, назначить день, пусть это даже через 3 месяца, если вы не можете раньше, но обозначить этот день четко, написать пошаговый план до этого дня. Мне, кстати, с этим очень помог чат GPT. Некоторые моменты, которые я даже не принимала во внимание, казалось, что тоже их надо учитывать. И потом следовать этому плану шаг за шагом. Прогулки. Это моя религия, это мое спасение. Где 10 минут, где 15. Теперь я гуляю час каждый вечер, и это мое настоящее спасение. Избавиться от всех романтических напоминаний. У меня весь дом был увешан нашими совместными фотографиями каких-то счастливых моментов. Мне казалось, что это такая хорошая аффирмация, визуализация. Вот он будет видеть, как нам хорошо вместе, и ему действительно станет со мной хорошо вместе. Первое, что я сделала, когда приняла решение о расставании, я все это убрала. Не жгла, не рвала, просто сложила, свернула в трубочку. Мы знаем, что иногда можно сделать с трубочками, но я их просто отложила. Символично и на самом деле очень работает. Подруги. И не те, кто говорят: ой, да я тебе сразу говорила, он какой-то не такой. И не те, кто говорят: да, конечно, он говнюк, забей уже и иди дальше. А такие, которые будут просто рядом и скажут: я здесь, я слушаю, чем я могу тебя сегодня поддержать. И их у меня есть. И я уверена, что если вы посмотрите вокруг, и у вас они тоже есть. Конечно же, никто не исключает профессиональную помощь. Терапия – это мое все. Я без нее никуда. И в самый сложный период у меня были 2 встречи в неделю с моим терапевтом. Она меня очень поддержала в этом процессе. Отмечать свои маленькие победы. Собрала и упаковала коробки, ни разу не заплакала, пока это делала. Хорошо. Добилась от него, чтобы он мне там помог с переездом, и он это мне все сделал. Молодец. Приехала на новое место и обставила все за неделю. О, классно. И замечать, конечно же, моменты, когда уже есть какое-то просветление. Больше, чем полдня не думала о нем. Больше не езжу по тому району, езжу по другому. И как-то уже даже не царапает, когда захожу в места, где мы когда-то были вместе. Если вы смотрели предыдущее видео «Бродилку», то вы знаете, о чем я говорю. Как раз-таки 1,5 месяца спустя я пошла в тот район, и мне было окей. Я собрала все эти идеи и рекомендации в очень компактный и очень конструктивный PDF-гайд. 10 шагов, чтобы не просто пережить измену, а переродиться. Только практические шаги и постоянная связь с тем, как реагирует наше тело, что происходит на гормональном уровне, объяснение для того, чтобы вам стало понятнее. Все, что мне тогда никто не дал, и что я считаю очень полезной штукой. Ссылка на этот гайд будет в описании. Если вы сейчас смотрите это видео, и вам оно резонирует, и вы говорите: да, это я, точно так же я чувствую, это сейчас происходит со мной, вы не одиноки. О чем это? Во-первых, знание того, что вы не особенный такой какой-то уродик, и это случилось только с вами, а это происходит сплошь и рядом, оно дает такое ощущение, что, господи, и ладно, и нормально, я такой же человек, как и все другие. И второй момент, если это происходит годами, веками, тысячелетиями, это значит, что у человечества уже есть способы с этим справляться. Как терапия, как какие-то рекомендации, так и просто, знаете, такое коллективное знание и такой коллективный стержень, как преодолеть такие сложности в жизни и себе помочь, выдержать и жить дальше. Да посмотрите, сколько историй людей, которые
восстановились после измены и смогли построить доверительные отношения уже с другим человеком. После того, как все это переработали, переварили, прожили и снова стали цельными, живыми, здоровыми, крепкими, веселыми индивидуумами. Помните, вы не одиноки. Это не конец. Это конец какого-то трындеца, которому туда и дорога, и начало чего-то лучшего. Это говорю вам я с высоты своих уже 2 месяцев после того, как все произошло. Уже даже 2 месяца спустя я замечаю, как много хорошего открылось в моей жизни после того, как я закрыла ту дверь. Не зря же говорят, когда закрывается одна дверь, открываются много других. И открываются окна, и открываются окошечки на чердаках, и открываются люки в другие пространства. Это все чистая правда. Когда вы отказываетесь от того, что вам не подходит, вы открываете двери тому, что нужно именно вам. Ссылка на мой гайд «Как пережить расставание, восстановиться и стать новой версией себя» будет в описании под этим видео. Спасибо, что посмотрели. Спасибо вам за невероятную поддержку. Я читаю комментарии выборочно под всеми предыдущими видео и очень вам благодарна за ваши сердечки, за ваши пожелания лучшего, за ваши добрые слова. Мне это очень сейчас помогает. И напомню вам, что у меня есть закрытый телеграм-канал, где у меня постоянная живая жизнь. Я каждый день туда размещаю мои маленькие победки, видео, фотографии. Конечно, когда мне плохо, я туда тоже пишу, меня там поддерживают, мне помогают. Если у вас есть интерес к такому комьюнити, ссылка на то, чтобы присоединиться, тоже будет в описании. У меня на этом сегодня все. Напоминаю вам, что, конечно же, в основном, в общем и в целом этот канал про субъективно об Америке, жизнь в США. Но так как сейчас прохожу я вот через такое, то еще в ближайшие какие-то недели темы и видео будут такими. В следующий раз, например, я планирую записать видео о том, как принять решение, когда и хочется, и колется, и сил на это нет. Да, но то, как это сработало для меня, что помогло мне, я соберу весь опыт, профессиональные знания, личный опыт, расскажу об этом в следующем видео. Для того, чтобы его не пропустить, что нужно сделать? Подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления, написать комментарий. Таня, давай, жги, мы в тебя верим. И если вы знаете кого-то, кто сейчас переживает измену близкого человека, поделитесь этим видео с ними. Мы не знаем никогда, кому и как что-то может откликнуться. У меня на этом сегодня все. Далеко не уходите. Впереди еще, безусловно, очень много интересного. Потому что, закрыв одну дверь, я открыла миллион новых дверей к чему-то более прекрасному и тому, что подходит мне намного больше и нужно именно мне. Спасибо вам. Пока-пока.